Сегодня решила снять продуктовую корзину в Парагвае. И идем в супермеркадо. Супермаркет Бокс называется. Бразильская контора. Gracias. Здесь все начинается с алкоголя. Совсем немножко по-другому расставлены продукты. На сегодняшний день, сегодня 10 января, 26 год, гуарани примерно 6501 доллар. 1 доллар 80 рублей. То есть одна банка Хайникен стоит 1 доллар. Вместимость 350 миллилитров. Ну, вот примерно такая бутылочка, 1 доллар. В стекле 250 миллилитров. Вообще они здесь как бы для оптом продают по 3 штуки, по коробке. Такое местное пиво 269 в банке. 15 штук, 50 миль, ну, чуть меньше 10 долларов. То, что Хайникен это иностранная компания, поэтому цена выше в 2 раза. Это местный бренд Пилсон. И стоит, получается, одна банка 3,5 мили, это полдоллара. В 2 раза дешевле. Еще у них такой прикольный вариант, то что вот эта кола, она получается в таких пластиковых бутылках. И получается на кассе сдаешь и покупаешь. То есть тарообменные, как раньше было в Советском Союзе. Обменные. Получается 2 литра, 10 миль. Ну, около $1.20 примерно за 2 литра колы в обменной таре. И еще есть такой вариант стеклянной бутылки. Здесь уже 1 литр. Она тоже сдается, но она стоит около $1, 1 литр получается. Они сдают. А такая уже, ну, как обычная кола 2-литровая, почти 2 доллара. Что вам еще показать? Минеральная вода, водка. Ну, начнем с алкоголя, раз так уж в начале алкоголь. Вообще водку здесь 40-градусную очень тяжело найти.
Если, например, там уже 40-градусная, то у нее ценник такой приличный. Ну вот, например, называется «Серый гусь», водка. 40-градусная, и она французская. И она стоит так прилично. 230 миль. Ну, около 6 долларов. 60 даже. Около 60 долларов. Если брать так будем, допустим, местную, то здесь как бы не так дорого. Сейчас найдем местного бренда. Что такое показать? Ну вот, допустим, мартини. Мартини стоит 45 миль. Здесь 1 литр. Нет, 750 миллилитров. Около 7 долларов. Водка Столи называется. Ну, похоже, как, наверное, на столичную, но тоже 40-градусная. Да, столичная даже. Написано на ценнике. 1 литр. $15. Хотела местного бренда найти, что-то не могу найти. Ну вот. Получается 22 мили. Получается 3 доллара. 900 миллилитров. Но она уже не 40-градусная, а 38. Хотя эти 2 градуса, ну как бы оно ощущается сразу. Разница есть. Ну, допустим, вот такой известный Red Label. 40-градусный, ну, скорее всего, иностранный. Тоже 15 долларов. 1 литр. Джек Дэниелс. Около 28 долларов за штуку. 1 литр. Ламбруско 40. Около 8 долларов за вино. 750 миллилитров. Производство Италия. Как бы для вина это еще немножко даже дороговато, если, допустим, брать местное вино, то получается 25 миль. Около 2,5 доллара.
Mezcla para sopa paraguaya verdín de 750 gramos, 25.900 guaraníes cada uno. Toalla para playa super Например, absorción, 70 por 14 centímetros Divina Home, чилийское вино. 45.900 guaraníes cada uno. Secador para pelo Pro Max, referencia Max 8003. Около $4. 59.900 guaraníes cada uno. Precios válidos del 9 al 11 de enero del 2026. Tu fin empieza. Здесь нет шампанское, оно просто игристое вино, они продают шампанского как такового, который мы привыкли пить в России, я не встретила. Очень разнообразный здесь ассортимент вин, разные страны. Здесь уже такой вариант особенных вин. Здесь уже подороже. Это примерно около $100. Патагония, аргентинская, скорее всего, 21 год. Красное вино. Ценника на нем нету. Хотела узнать, сколько она здесь стоит. Здесь всякие такие напитки, соки. Вот их местные термосы. Потому что тут жарко и любят они маты. Такой вариант. И постоянно они с собой носят термосы с напитками и наливают в стаканчики свой. Соки. 1 литр сока стоит примерно $1,5. Ну что, здесь очень маленький ассортимент соков. Здесь только персиковый присутствует. Здесь микс, клубника с киви, апельсиновый, яблочный. И все. Нет ни сливового, ни... Не знаю, у нас такой все равно ассортимент большой, что здесь мне многое не хватает чего-либо. Яблочный, апельсиновый, персиковый и все. Здесь посуда. Пока это, наверное, не буду снимать. Подушки, игрушки, кошачий, собачий корм для животных, всякая сантехника для ванн. Косметика. Соусы. Мне нужно было мед. Вот. Кофе. Кофе здесь, я не знаю, как бы, по моему мнению, такое немножко дорогое, наверное. Самое классное вот это кофе, оно импортируется и стоит около $11. Лили тоже, оно известный такой бренд, итальянское кофе. Кстати, мне оно, конечно, не очень зашло, но стоит около $10.
Тоже такой прикольный. Тоже 10. Нет, это уже $15. Это такой вот местный Нескафе. Стоит около $8. 160 грамм. Есть такое для кофемолки. Кто был в ресторане, это для кофемолок. Около $11 на 250 грамм. Здесь чай. Что прикольно, что здесь невозможно купить чай рассыпчатый. Здесь продаются в основном все в пакетиках, который невозможно пить. Еще более-менее вот такой. Более-менее вот такой чай. Нет. Вот здесь 100 пакетиков получается около $9. 100 пакетиков. Ну, вообще мы нашли за $8 600 грамм. Его только на рынке продается, на большом рынке. Его привозят с какой-то восточной страны. С Ливана, точно. С Ливана привозят и его продают здесь. А так в супермаркетах невозможно найти. И у них со всеми всякими добавками. Вот такие, например. С матчей. Они чай вообще не приемлют, как бы очень редко кто пьет. Какао тоже немножко отличается. Остальные бренды мне, все, что я попробовала, мне не нравится. Есть вот такой вариант только. Знаешь, как у меня мои дети любят. И он стоит. Ценника нету здесь. Есть только на маленькую баночку. Около $2, по-моему. Нет, $4. Здесь шоколад. Шоколад здесь, конечно, не дешевый. Я сразу скажу. Например, вот 100-граммовую такую пачку сейчас. Милка. Около $3,5 стоит 100-граммовая Милка. Из таких брендов здесь больше только Милка и Nestle. Вот. Nestle подешевле $2 стоит. $2.10 где-то так. Вот. Больше такого варианта нет, который международный. Вот M&M's. $1. Мои дети очень любят киндеры, но здесь их очень тяжело найти. Только, вот такие батончики. И такие есть. А в яйце нету. Сникерс здесь стоит $1. 45 грамм. Конфеты. Это отдельная история, конечно, про конфеты. У них какие-то странные все равно немножко отличаются, когда у нас можно спокойно пойти и купить на развес, какие тебе нужно. Но мы покупаем только вот такой вариант Nestle.
25 миль стоит. Около $4 там. Сколько грамм? 250 грамм, $4 конфеты. Как вариант весового, что там тебе таких захотелось, таких, то тут нету. Ну, есть вот такой вариант. Они по килограмму, но как бы их невозможно есть. Они такие пластилиновые. Ну, еще вот такой вариант, как Милку можно. Это тоже около $4. А тут уже непонятно сколько. $200 грамм тут. Подарочных коробок только вот такой вариант есть. Это я не знаю, конечно. А таких, которые как у нас есть большие, нету. Только Ferrero Rocher. И то там так, ну, такая маленькая упаковочка. Ну, как бы, может, из-за того, что жарко, здесь конфеты не очень, может, едят, я не знаю, ну. Какие-то странные, как, ну, не сушки, наверное, больше похожи на печенье. Они так, ну, по вкусу их, конечно, невозможно кушать, но они привыкли. Здесь их много. Por 100 gramos, 4.290 guaraníes por 100 gramos. Leche entera Ultra Pasiones de 1 litro, 4.500 guaraníes cada uno. Disco para freír mediano, pasta pura, paquete de 12 unidades, 3.500 Здесь японский отдел. Кстати, вот здесь тоже, ну, как здесь совместимо японский отдел и ливанский. Потому что здесь много иностранцев и отдельные отделы для их отдельной еды ставят. Также встречала в других супермаркетах, что вот именно ливанский чай, рис для суш.